Чик-чик-чик. Уважаемые пассажиры, вашему вниманию предлагается вторая часть моего путешествия по Исландии. Напоминаю, что формат под названием «Пошли Беднякова» заключается в том, что вы сами выбирали в моем Инстаграм, кстати, подписывайтесь, куда меня послать, а я послушно брал и ехал. В первой части было много города, вы об этом писали. А в этот раз вас ждет полчаса чистого кайфа исключительно от исландской природы. Обязательно досмотрите до конца, там будет приятный сюрприз. Я постараюсь ответить на ваши комментарии, а пока внимание на экран. Доброе утро. Пацаны еще спят внизу. Класс. Жарко прям. Мышки. И мой вам совет, вот если вы останавливаетесь в кемпинге возле, где есть водопад, не подъезжайте прямо к водопаду. Ночью пипец какого слышно. Все, надо собираться. Я набрался сил и уже готов следовать вашим указаниям. Посмотрим, за что вы проголосовали. Прогулка на скоростном катере. Вот отличный вариант, ребята. Отличный выбор. По дороге к нему я этого еще не знал, но уже через пару часов мне хотелось вас обнять за такое ваше решение. Вы послали меня в Вестманнейярд. Именно оттуда гоняют на катерах по соседним островам. Это маленький архипелаг с населением в 4000 человек. А туристов каждый год через него проходит в десятки раз больше. Друзьяшки, чтобы эпично смотреть за исландский горизонт, нужно сначала эпично посмотреть самые дешевые билеты на Aviasales. Aviasales – поиск дешевых авиабилетов. Начало сразу эффектное. С первых секунд вас буквально вдавливает в сиденье от скорости катера и мощности звука. Краткое содержание этого тура можно передать вот так. Теперь подробнее. Что я вам уже могу сказать точно, это дико красиво. Двухчасовой тур на таком катере в группе от 5 до 20 человек обойдется вам в $140 с лица. Ну, или вы можете полностью снять катер, всего за каких-то пару тысяч долларов, и самостоятельно показывать пальцем, куда хотите поплыть. На протяжении всего тура вас будут сопровождать вот эти ребята. Это олуши. Если в воде хозяева тюлени и касатки, то воздух намертво закреплен за олушами. А люди здесь, вообще ни на что не претендуют. Здесь все туристы, даже местные. Капитан сказал: ребята, вы бы лучше так надолго не останавливались. Я понимаю, фотки, все дела, но чем дольше мы остаемся, тем сильнее мы рискуем, что птички на нас нагадят. Ничего, к деньгам. Издалека, на первый взгляд, может показаться, что это, скалы сами по себе такие, черно-белые. Но подъехав ближе, вы увидите самую большую колонию этих птиц во всей Исландии. Приближаясь к этим скалам, ощущаешь себя букашкой. Вот самой настоящей букашкой, которая пришла в гости к гигантам. Даже хочется обувь снять на пороге и помалкивать, пока разговаривают старшие. Как же здесь красиво. Просто я не могу поверить даже. Это стоит увидеть. Вот путешествовать — это круто. Фраза, которая заезженная, которая, казалось бы, знает каждый, которую, но, блин, она здесь пипец как актуальна. Это надо посмотреть, это нереально классно. Эти птицы, которые здесь кружат, их здесь тысячи. Эти скалы, цвет воды. Это просто пипец как круто. Капитан глушит мотор, и ты сталкиваешься лицом к лицу с величием природы.
Остается только притихнуть и внимательно слушать, что же она тебе шепчет. Да, здесь, кстати, еще идеальная акустика, почти как у меня в ванной. Сейчас точно обосрут. Казалось бы, Исландия, я уже давно твой, больше не нужно меня укатывать. Но нет, Исландия продолжает это делать. В отличие от Ванкувера, здесь нам никто не обещал касаток. Мы просто выехали на обзорную экскурсию по островам, и тут бац! Исландия, ты щедро меня встречаешь. Ребята, я просто слышу их дыхание, это космос. К сожалению, я не увидел их в Канаде. Но вот, всем вам, тем, кто голосовал за касаток в Канаде, они здесь, в Исландии. Кстати, одна из самых известных касаток, Вилли, из того самого фильма «Спасите Вилли», когда-то жил именно здесь. Так что, возможно, это все друзья или какие-то дальние родственники кинозвезды. Это космос. Ребята, это красиво. Касатки выглядят очень мило, вот так и хочется их погладить. Но не забывайте, что по-английски их называют killer whale, то есть киты-убийцы. И кто учил английский, тот в курсе. Но вот мой оператор Али Гундер английский не знает и решил покормить касатку хлебушком с рук. И чтобы исключить такие, мягко скажем, недоразумения, предлагаю начинать изучать английский прямо сейчас. Сейчас 2021 год, и вообще не важно, где находитесь вы, а где ваш преподаватель. А все благодаря тому, что есть такие онлайн-школы, как Skyeng. Почему подтянуть ваш английский нужно именно здесь? Это просто, удобно и можно заниматься из любой точки мира, когда под рукой есть телефон или ноутбук и хороший интернет. В личном кабинете удобно следить за своим прогрессом и заниматься самостоятельно. Тут очень много разных форматов, например, грамматический тренажер. Бесплатная и очень полезная штука, которая помогает утрамбовать в голове все основные правила грамматики. Это новинка, которую добавили по просьбам учеников, которым не хватало домашних заданий. А еще ребята регулярно проводят различные исследования, и новое исследование посвящено тому, как разное поколение изучает языки. Это исследование поможет ответить на вопросы, сколько времени требуется разным поколениям для изучения иностранных языков, как эффективнее учиться в зависимости от вашего возраста и сколько же все-таки стоит выучить иностранный язык. С помощью этого исследования ребята из Skyeng улучшают свою программу, ну а ученикам дают рекомендации на основе ответов. И если вы еще каким-то чудом не учитесь в Skyeng, боже, неужели есть такие люди, то при прохождении этого исследования вы получаете еще плюс 3 бесплатных урока при оплате первого пакета занятий. Уяснили? Теперь смотрим Исландию дальше. Солнце, касатки, острова. Что может быть лучше? Веками природа оттачивала эти скалы и пещеры. Все кругом кажется идеально продуманной декорацией для эпичного кино с викингами и драконами. Какая все-таки Исландия разная, вот я сейчас это понимаю. До этого я думал, что Исландия, я был здесь один раз. Для меня Исландия это водопады, какие-то горы, поросшие мхом. А здесь она совершенно другая. Я в шоке, я открыл для себя Исландию вообще по-новому. Это потрясающе красиво. Я уже успокоился, у меня уже ушла вот это вот просто сижу и наслаждаюсь. И я очень надеюсь, что вы тоже сможете почувствовать этот момент через экран. И вот там наверху один домик. Я понятия не имею, кто там живет, но у этого сукиного сына прекрасный вид. Вы наверняка видели фото таких одиноких домиков, такие себе дома интровертов, но все оказалось гораздо проще.
туда приезжали охотники для того, чтобы охотиться на птиц. Они охотились, собственно, домик остался. А сейчас это Man Cave. Туда приезжают мужики, чтобы побухать. Приоритеты изменились. В общем, вот это вот название — это 2 часа катания на катере по островам и пещерам. И лично мне этого времени не хватило, хотелось еще и еще. Но вот правда, на берегу наш катер уже давным-давно ждут следующие туристы. Thank you very much. No problem. You're the best. Thank you, guy. Спасибо вам, что послали меня сюда. Расцелую при встрече. Исландия открывается все более и более разнообразной. И это все благодаря вам. Вот не бережете вы меня. Ну, хотя с другой стороны, приехать сюда и не подняться на вулкан Эльдфедель было бы просто глупо. Фу, я чуть не сдох, вот правда. Пока сюда дошел, начал быстро, для кадра. Эй, герой, чух-чух-чух-чух. А потом уже поймал свое сердце, которое выпрыгнуло. И сказал: Андрюшка, давай пойдем помедленнее. В результате я здесь. Но я не жалею. Вы только посмотрите, как красиво. Исландия находится на стыке 2 литосферных плит. Евразийской и североамериканской. Поэтому страна является местом с одним из самых высоких уровней вулканической активности в мире. Здесь насчитывается более 100 вулканов. Причем 25 из них были активны за прошедшую 1000 лет. Такое величие. Это, кстати, действующий вулкан, чтобы вы понимали. Последний раз он извергался в 1973 году. И когда он извергался, были все жители этого острова эвакуированы. 4000 человек. Так что в любой момент этот вулкан может... Извержение этого вулкана было и для ученых, и для местных жителей полной неожиданностью. Я лично был уверен, что все извержения можно заранее вычислить и как следует подготовиться, но нет. Иногда это сюрприз для всех. Самым известным вулканом Исландии является Eyjafjallajökull. Буквально 11 лет назад своим извержением он парализовал авиасообщение в Европе на несколько дней. Вулканы — реальная и постоянная угроза для Исландии. Но кажется, местные привыкли жить на пороховой бочке. Интересно то, что здесь очень много людей с маленькими детьми. Вот прям несут их отцы на шее, сами идут дети. Прям очень круто, такие семейные походы на вулкан. А чем ты занимаешься по субботам? С вершины вулкана отлично видно, как здесь стекала раскаленная лава прямо в море. Город покрылся слоем черного вулканического пепла. Часть домов была разрушена. Но вот прошло каких-то 48 лет, и город живет. Причем живет, как ни в чем не бывало. Я же второй раз в Исландии, и вот после первого раза Исландия, она не входила в число топ-стран для меня по красоте. Но вот сейчас, будучи здесь второй раз, Исландия вошла. Не то что вошла, она ворвалась в этот топ стран моих. Красивая зараза. Но сейчас самое время мне эвакуироваться, потому что мало ли что, от греха подальше. Надо ехать. Этот выпуск я снимал еще в 2019 году. И вот буквально недавно, 21 марта, в мой день рождения, в Исландии начал извергаться новый вулкан. Фаградальсьядль. Если вдруг неправильно произнес, извини меня, Фаградальсьядль. Не проявлявший никакой активности, на секундочку, почти 1000 лет. Он находится в 40 километрах от Рейкьявика, но опасности для местных жителей нет никакой. Как говорят местные, если извержение продлится долго, это вполне может стать долгоиграющим аттракционом для туристов. Кстати, именно в жерле этого вулкана Бьорк снимала свой клип в получасе езды от своего дома. Такое количество вулканов сотворили еще один вид фирменного исландского пейзажа — черные пляжи.
Вулканический песок такого насыщенного черного цвета, что поначалу просто не веришь в его натуральность. Вот не просто так здесь снимали «Игры престолов». Черный пляж неподалеку от деревни Вик входит в списки самых красивых, но заодно и самых опасных мест в Исландии. На пляже встречаются знаки, строго запрещающие купаться. Вас легко унесет от берега. К воде в плохую погоду лучше даже близко не подходить. Тяжелая одежда вам просто не оставит шанса выбраться из ледяной воды. За последнее время было достаточно таких инцидентов. Некоторых удавалось спасти, но как минимум 3 туриста погибли именно таким образом. Но если вести себя правильно, то это очень даже классное место. Ух, припустил. Дождик, ребятки. Все сразу начали бежать. Ну, с дождем, кстати, тоже прикольно. Понятно, что не хочется, чтобы шел дождь для съемки, чтобы была хорошая картинка. Зачем этот дождь? Но вот когда идет дождь, прям атмосфернее еще сильнее. Еще и приятнее заходить в теплую машину. Ребятки тут надышали. Кофе в руках. Готов ехать дальше. Желтые горы, ждите меня. И штрафы, потому что нужно пристегнуться. Сейчас, ребята. Вашими голосами вы покатали меня по всей стране. Мы все время в дороге, гоняясь за тем, что вы хотели бы увидеть. Посмотрите, как красиво. Специально остановился, просто выйти и постоять. Вот это вот Исландия. Здесь нету ни одного туриста. Тишина. Исландия — это дорога. Постоянная дорога. И вот тут, наверное, она ощущается намного сильнее. Когда ты не видишь толпы фотографирующих, кафешек, только одинокие овцы бегают где-то вдалеке. И баран, который стоит посреди дороги с камерой и сам себя снимает. Да, Исландия — это дорога. Но иногда это дорога, которую можно проехать далеко не на любой машине. Речка, друзья, видите, по нашему маршруту. Теперь понятно, почему говорили, берите джип сюда, чтобы ехать. Ну, мы просто общались, и нам вот люди, которые поездили, говорили, что нужна машина с большими колесами, а-ля джип, внедорожник, вы туда не доедете. Я думал, что если просто дорога такая с гравием, то почему бы и нет. Но сейчас будем смотреть, что делать теперь. Может, они глубоко... глубину можно измерить, правильно? Правильно. Вырубаемся, идем. На самом деле будет просто обидно. Мы проехали уже километров, наверное, 70. Но и заглохнуть тут тоже не хочется. Буду шутить. А что остается делать? Как этот апостол Андрей. Ну, вроде не глубоко. Холодно, пипец, холодная вода. Холодная вода. Да проедем, я думаю. Больно, камни. Я не знаю, надо пробовать. Надо посмотреть сейчас, какие там
Плюс. Все, вырубай. Короче, даже если это мы проедем по глубине, нужно посмотреть, нету ли там еще рек в ближайшее время, хотя бы на пути. Потому что вдруг там тоже есть реки более глубокие, нам нету смысла эту даже переезжать. Ну, в общем, интересно. Это настоящее приключение. Конечно, я слышал о том, что некоторые дороги здесь доступны только на внедорожнике. Но была надежда, что это европейская чрезмерная осторожность и все такое. Мы же привыкли действовать иначе, напролом. Вот честно вам скажу, совсем не хочется застрять посреди гор. Красиво, конечно, все дела, но вот нет желания ужинать мхом. Дорога становится все сложнее и сложнее, и пыл начинает так угасать. Уже так закрадывается, а зачем мы туда поехали, зачем, лучше не надо было. Ехали по своему Золотому кольцу и все. Эти реки, которые через каждые, наверное, минут 5 встречаются. Все время ожидаю, что следующая уж точно будет глубокая. Сейчас вот едет машина, надо у него спросить. Hi, excuse me, what about the road? Is it okay for this car? Ну, если вы доехали сюда, то и дальше должно быть все. Yeah, thank you very much. Good luck. Фу, полегчало. Чуток стало легче, все будет классно. Как вы поняли, я король планирования. А Исландия таких дерзких и спонтанных королей вообще не жалует. Вот вам мой небольшой совет. Хотя бы запасы бензина вовремя пополняйте, это, говорят, полезно в путешествии на машине. Добрый день, как думаете, я дальше проеду на этой машине? Окей, thank you. Очень классно, конечно, такие видеть работы. Все делается для того, чтобы люди проезжали. Нивелировать всю эту глубину рек. Осталось чуть-чуть. Подъезжай. Вон уже начинаются оранжевые горы. Горы начинаются, а вот бензин в машине заканчивается. Так что, может быть, скоро будет вообще прикольное путешествие. Мы доехали. Все нормально, все реки миновали. Здесь была реально тут, самая глубокая только что. Мы ее проехали с горем пополам. И вот мы здесь. И пока солнце не село, все-таки сейчас я решил подниматься на эту гору. Час туда, час обратно. И, может быть, нам удастся снять красивые кадры. Погнали. Место, куда вы меня послали, называется Ландманналаугар, или Цветные горы. Мы будем ночевать в местном кемпинге, так как солнце уже садится, и чтобы увидеть знаменитые картинки с открыток, мне нужно поторопиться. Вот я сюда пришел к людям, которые отвечают за безопасность, и я сейчас с ними поговорю о том, можно ли вообще туда подниматься. Могу я туда подняться? Да, конечно. Это не опасно? Ну, для меня не опасно. А для меня? Я просто хиленький. Да нет, все будет окей. Я точно не умру? Ну, мы все умрем. Но ты, скорее всего, не умрешь, когда будешь туда подниматься. Еще один хороший плюс, то что здесь есть вот такие люди, и в случае чего они дадут тебе, не дадут, точнее, тебе умереть. Мало ли, я там застряну, мы с ребятами не сможем подняться дальше, потому что мы слабые хиляки. Но тогда вступают в игру эти парни. Они выходят и делают свою работу. Пацаны, вы готовы? Да, мы выходим и делаем свою работу. А я не про вас, я про тех. Вы-то ни хрена не делаете свою работу. Поехали! What had happened? А все нормально? Нет медведей? Ни одного, но дико красиво. Холодно там? Не, вообще норм. Эти горы — одна из главных точек для хайкинга.
Здесь есть маршруты как на пару часов, так и на несколько дней. У меня, к сожалению, несколько дней нету. У меня есть всего час. Здесь же находится один из самых знаменитых вулканов Исландии – Гекла. Весь путь к вершине мы проделываем по его лаве, которая текла здесь сотни лет назад. Здесь, конечно, действительно очень красиво, но я чуть-чуть не успел. Солнце уже село. Нет, оно, конечно, круто смотрится, но если бы здесь было еще солнце вверху, эти бы горы играли совершенно по-другому. И было бы в разы, наверное, красивее. Но надо смотреть позитивно на вещи. Я успел, увидел, дождя нет, погода нормальная. Значит, все прекрасно. И вы смотрите. Видите, очень много мест, где испарение происходит. Вот эти вот гейзеры тут повсюду. Все ограждено, чтобы туристы туда не ступали, потому что можно, мягко скажем, обжечься. А вот это вот, по заднему виду, видите, темное, это застывшая магма. Долина покрыта застывшей лавой. Это следы 20 извержений вулкана. Он один из самых активных на острове. В средние века его мило называли «врата в ад». В совокупности за последние тысячелетия он выдал один из самых больших объемов лавы в мире. Но слава богу, пока он молчит. И вот пока он молчит, ребятки, какая же здесь тишина и спокойствие. Сейчас я хочу сказать вообще прям эмоциональную штуку. Только что мне кум прислал видео. Точнее, отметил меня в сторис. Прямо сейчас он на концерте Металлики. И вот я смотрю на это видео, и весь стадион снимает это на свои телефоны. То есть мы все уставляемся в свои мобильные телефоны, вместо того, чтобы смотреть, бляха, и наслаждаться тем, что есть прямо сейчас. Фотографировать это вот сюда, чтобы здесь было у вас, в этой карте памяти. Все в телефонах. Раньше, вспомните концерт Queen, который, да, вот сейчас недавно показывали, фильм вышел про Queen, как люди там кайфовали. Да ни у кого не было телефона, все стояли и наслаждались, все смотрели, все слушали, все танцевали, поднимали руки вверх. А сейчас мы все вот. Бля, класс! Еще! Память закончилась, надо еще снять. В жопу это все, ребята. Смотрите, надо больше. Я сам такой, но я стараюсь сейчас сделать это меньше. Нужно наслаждаться. Просто посидеть и посмотреть. Чтобы подняться на вершину вулкана, мне понадобилось бы еще несколько часов, но уже полночь. Пора возвращаться на место ночевки. Я приехал поздно сюда. Ну как поздно, уже садилось солнце. И сразу бросили все вещи и побежали туда мы с пацанами на вершину, чтобы успеть хоть что-то увидеть, что-то снять, какую-то красоту. И даже не успели познакомиться, рассмотреть этот кемпинг. А кемпинг очень классный. Я сейчас ходил, рассматривал. Но что самое интересное, почему я ходил туда, вглубь этого кемпинга, нужно зарядить технику. А розеток нет. Ну, точнее, розетки есть, а вот нет в них, в этих самых розетках электричества. Ведь весь этот кемпинг работает на солнечных батареях. И вот я нашел парня, который тут работает. Он мне сказал, приходи завтра в 8 утра, и солнце уже, я смогу тебе зарядить твои батареи. Поэтому техника будет не заряжена. Завтра утром начнем заряжать. Ну и познакомимся с кемпингом. Всем спокойной ночи. А мне еще готовить люлю свою. Кемпинг оживает очень рано.
Система простая. Приезжаешь, когда хочешь, становишься где хочешь, а с утра платишь. Ну или не платишь. В первую ночь у водопада, честно признаюсь, я просто забыл заплатить. Как мне говорит тетя Люба в пивном ларьке, когда у меня нет 50 копеек, буду должен. Переодеваюсь чаще, чем Бейонсе на своих концертах. Я ходил только что оплачивать ночевку в этом кемпе. И она здесь стоит 2000 крон за человека. Также вы можете снять кровать в общем домике за $65 с человека и принять душ длиной в 5 минут за 3,50. Для сравнения, первый наш кемпинг возле водопада стоил дороже, но условия там были похуже. И посмотрите, как здесь цивильно, какие чистые туалеты, чистый душ, все аккуратненько. Но учтите, пожалуйста, ставить палатку где попало строго запрещено. Можно это делать только в кемпингах и ни в коем случае не где-то там вот, просто у дороги. За это штрафуют. Ну что ж, пора продолжать наш путь. Уже сегодня вечером самолет домой, а вы меня послали еще в одно место. Кто не в курсе, сообщаю, если оставить машину на ночь в красивом месте, то бензина в ней не прибавится. По-любому нужна заправка. Бензина осталось. Вот так. К заправке еще ехать 11 километров, показывает, что хватит на 10. В тот случай, когда хорошо, что я не один, можно дотолкать машину. Ну, здесь у меня другая ситуация. Вы голосовали, я поехал в то направление, за что вы проголосовали. Там заправок не было, видите? У нас интерактив. Вы решили туда ехать, я туда поехал. Может не хватить бензина. Для безопасности на местных дорогах нужно не только вовремя заправляться, но и соблюдать несколько обязательных правил. Например, не стоит надолго останавливаться на обочинах. Дороги тут узкие, и машины могут не разъехаться. Это уже третья дорога, третий вариант дороги, который здесь был. Хорошая, это где Золотое кольцо, потом грунтовочка, это когда ехал на горы. Ну а здесь, ребята, уже дорожка, знаете, как раньше, когда была такая стиральная доска, вот точно так же. Ты едешь и зубами так вот. На легковушках вообще не совайтесь. Выбирайте машину с большими колесами. Это все, что я хочу вам сказать. И ни в коем случае не останавливайтесь на обочине на ночь. Только в специально отведенных местах. Машина может и застрахована, но это не повод испытывать удачу. Ребятушки, заправка! Я никогда так не был рад увидеть заправку. В этот раз мне повезло. Я не застрял посреди поля, а это значит, что последнее ваше голосование будет реализовано. Ну и я успею на самолет, что тоже немаловажно. Я приехал на... Где ключи? Вот, я приехал на ледник. Вы проголосовали за ледник. К сожалению, я не мог поехать далеко, потому что уже просто я не успеваю. Приехал на тот, куда можно было, куда позволяло время. Потому что мне уже скоро в аэропорт. И вот сегодня погода не очень. Сегодня дождь, наконец-то. Типичная исландская погода. Ну, хоть одно место нужно посмотреть под дождем. Пойдемте на ледник, я не знаю, что там. Надеюсь, хоть что-то увидим. Как и вулканы, ледники – визитная карточка Исландии. Они занимают 11% территории страны. Вы, конечно, можете подумать, что это снег на любой трассе вашего города зимой. Но нет, это ледник, вот так он выглядит. Я не знаю, угадал я или не угадал, у меня просто не было времени, и я приехал вот на этот ледник. Из-за того, что он черный, наверное, не ощущается всего этого кайфа, который я хотел увидеть. Но с другой стороны, спасибо дождю. Ведь с дождем это хоть как-то выглядит гармонично. Потому что если бы сейчас было бы яркое солнце и смотреть на вот эти черные куски снега, которые находятся в воде, ну, было бы, наверное, не так интересно. Позже я узнал, что этот черный цвет ледника образовался из-за пепла во время извержения вулкана Эяфьядлаикюдль. Тогда отмывать пришлось половину страны.
Но вот когда подходишь ближе к этой ледяной горе, то, конечно, выглядит все на порядок лучше, нежели там. Я-то думал, тут весь ледник, вот эти 3 пипточки, которые торчат из воды, а тут махина. И пускай даже этот черный налет присутствует, но так даже еще страшнее. Какой-то фильм, я не знаю, «Властелин колец». «Властелин колец» и китайские туристы. Помимо пеших прогулок по леднику, здесь вы можете поплавать на каяках и позаниматься скалолазанием. Причем маршруты найдутся как для детей, так и для профессионалов. Дамы и господа, вашему вниманию, исландцы топят котят. Пойду каламбурошную закрою, сквозит. Слышали звук? Мы вот специально стояли долго, чтобы еще раз его услышать. Тут просто стоишь, и вот по кусочку падают с этого ледника. Я вам хотел, кстати, рассказать по этому поводу. Исландцы конкретно на этом леднике замечают, что все их ледники тают очень быстро. Просто здесь этот ледник, он намного меньше, чем все остальные, и все изменения его ежегодные глаз увидит быстрее, нежели на тех. И вообще ученые Исландии по своим подсчетам утверждают, что все, абсолютно все исландские ледники растают уже в этом столетии. Недавно местные активисты устроили церемонию прощания с ледником Окьёкуль. Из-за темпов таяния он уже утратил свой статус ледника. Пока что это первый и единственный ледник, который таковым больше не является. Но прогнозы явно неутешительны. Это была Исландия, друзья. Все сложнее называть ее ледяной землей, когда чувствуешь, что под ногами буквально бурлит раскаленная магма, которая в любой момент может вырваться наружу. Да, чаще здесь веет холодом, но оттого становится ценнее весь тот уют, который дарит эта земля. Она овеяна каким-то сказочным комфортом, вечно рождественским настроением и ни на секунду не даст вашему глазу отдохнуть. Всегда есть за что зацепиться. И чтобы точно было понятно, какая это страна, я скажу так. Исландия — это толстый и мягкий свитер из овечьей шерсти, который никогда не колется. Друзьяшки, зима наконец-то уходит, так что скидываем пуховики и достаем шорты. И чтобы вы вспомнили, как все это выглядит, я уже готовлю для вас Мексику. Увидимся. Скоро. Всем привет, я Птушкин 2.0, и я хотел бы с вами поговорить о ваших комментариях. Простите за аматорство. Реально за то, что я не умею снимать и делаю это очень плохо. Вот я даже петлю, видите, я так повесил. Потому что я тупо не знаю, как нужно ее правильно вешать. И сейчас, наверное, и ветер задувает в нее, и поэтому я в карман так положил. Мне кажется, вот если в кармане, оно не задувает. Сразу прошу прощения за свой юмор, который далеко не всегда... Да что там далеко не всегда смешной? Давайте прямо говорить. За плоский и отвратительный юмор. Потому что... Простите. Извините, это произвольно со мной бывает. Я как-то пытаюсь от этого отходить, но оно все-таки вылазит. И я ничего с этим не могу сделать. Я надеюсь, что в следующих выпусках... Смотрите, вот так вот палец я... Оп-оп. Тут вон носа. Всем привет, меня зовут Настя, и я жена ведущего. И я тоже считаю, что Птушкин лучше.
Ну, он же хороший мальчик, хорошо рассказывает. Ну, просто по его передаче можно уроки географии вести. Howdy, fellas. How you doing? My name's Paul. I'm a cinematographer for Andrew Biednyakov travel. What is it? Travel show. If you don't mind, I need to have this sip of beer. Hey, man, can you open it up, please? Так оно открыто уже. What? Открыто. Вот оно течет. You spilled my beer, man. How am I supposed to drink that right now? Anyway, that works. Я посмотрел все, я послушал все, что происходило до меня в этом проекте. И теперь я беру под личный контроль этот звук. Все будет звучать. Батя в здании. So what I can tell you guys, before Andrew came to me, I was operating just some other things, not cameras. But he came and he trusted in me, and I thought maybe that's the right way to take the camera and film the guy, you know? Maybe I'm a little bit shaky because this is what, I don't know, alcoholism and Texas heat hits me on the head. But what can I say? I'm telling you, I will try to do better next time. What the hell was that? Вот с этим полностью согласен. Я тоже думаю, что слишком много меня на моем канале. Это прям непростительная ошибка, мои искренние извинения. Простите ради бога. Потому что канал называется «Бедняков», и какого хрена там так много меня, я понятия не имею. Мы будем это исправлять. Спасибо. Все время я. Посмотрите на меня. Посадите на коня. Реально стыдно. Подожди, сорян, оно, походу, задувает. Что? Петлю задувает. Нормально так? Я не мешаю там? Не в кадре? Может, волосы убрать? Нет, нормально? Да, И съемка, и драматургия. Я думаю, что по его передачам можно вести уроки географии. Так не в кадре? Никит, в кадре немножко. В какую сторону? Вправо или... Вот так хорошо, да. Алло, Саудовская Аравия. Здравствуйте, скажите, у вас был Антон Тушкин? Понял, извините. Вычеркиваю. Алло, Гавайи. И у вас был. Все, извините, да. Зато я Мариуполь первым снял. Yes! Алло, это большое путешествие на смарте? Скажите... Ну, этот юмор, ну его же просто нет. Я все 15 лет, которые мы вместе, смеюсь над каждой его фразой. Просто на всякий случай. Настя, скажи 300! Ну скажи 300, ну 300! Ну, пожалуйста, ну 300! 300. А? So, Andrew, you can start. Let's start right away. Спасибо вам огромное за то, что вы смотрите, за все ваши комментарии, за плохие, за хорошие. Помните, что критика должна быть оправдана. Оставляйте комментарии, чем больше, тем лучше. И я Можешь с петлей работать? Потому что я ее в аренду брал и оставлял паспорт. Ниже. Давай. Что мне? Смотрите дальше. Только не ори. Да я не ору. Ты Всё, не сбивай. Я обещаю каждому... Спасибо вам огромное за то, что вы смотрите. Мы с моей профессиональной командой будем дальше радовать вас классным контентом. Пол,
Stand by камеру. Guys, can you make one step closer, please, so the Ставь. focus is in spot? Ставь камеру. Let me Блин, я put кричу, it- она Ты задувает. кричишь, она задувает. Так а чё ты не взял? Это нормально. А то, что ты кричишь, вот это Так а чё ты не взял? Don't argue, guys. Don't argue. Have a drink. Всем спасибо большое, увидимся в следующем выпуске. Ты ее съешь еще. Да что я ее съем? Блин, как ты поставил ее? Ну вот как ты снимал? How did you That's the perfect shot. That's the perfect Ну shot. посмотри. I'm telling you.